Приехал на собеседование, там пирамида была такая, Союз Маринс Групп называлась контора, и там морпехи в основном, все руководство, там адмиралы, вице-адмиралы. И я дошел до финального собеседования с одним из учредителей, и нас собрали 5 человек на финалку. И он говорит, вот я, говорит, хочу послушать от вас, а я молодой, мне там что-то 27 лет было. Я, говорит, хочу послушать от вас ваше самое большое достижение в жизни, которое вы достигли на сегодняшнем этапе своей жизни. Говорит, сразу предупреждаю, мне неинтересно. Родился, женился, крестился, учился и так далее. Вот сразу забыли про эти темы. И я сижу, думаю, блядь, что мне сказать, 27 лет, я только уволился недавно, думаю, рассказать-то особо не о чем. И до меня доходит очередь, он говорит, ну вы чем похвастаетесь? Я говорю, на сегодняшний день мое самое большое достижение, то, что я окончил Рязанское десантное училище. И я вижу взгляд вот этих людей, которые рассказывали о своих там масштабных проектах. Они такие сидят, смотрят на меня, типа, ты дебил, он же сказал мне не рассказывать об этом. Он такой на меня смотрит, встает, протягивает мне руку, говорит, вы окончили Рязанское десантное училище? Я говорю, да. Говорит, это очень похвально. И меня взяли туда. Никого не взяли, меня взяли. Чем занимаемся? Работаем на благо Родины Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Продаем дорожно-строительную технику, запасные части, сервисные услуги, ну и все, что с этим связано. То есть полный цикл от момента продажи техники до ввода ее в эксплуатацию и дальнейшего, соответственно, сопровождения клиента, это как в период гарантийного, так и постгарантийного обслуживания машин. Мы сегодня находимся на нашей новой базе, в Новой Москве. Федеральная трасса Калужское шоссе. Здесь у нас огромная площадка. Вся база занимает площадь территории 5 гектар. Это 2 выставочные площадки для спецтехники, сильной техники от сильных машин бренда XCMG. Вот столовая курсантская. Навеса этого раньше не было тоже. Раньше, как мы вот так строим, все сюда приходили, сюда спускались, все расходились по своим залам, после этого все выходили строиться в ротную коробку по большому кругу с выходом на плац и с песней. Сначала мы ползали там на площадке для укладки парашютов, а потом он нас сюда завел. Зима была, скользко было, блин. И мы друг друга по очереди раненого поднимали, короче, сюда, блин. Я эту лесенку на всю жизнь запомнил. До сих пор, видишь, лесенку починить не могут, блин. На сегодняшний день у нас в стадии строительства, формирования огромная просто площадка, 5 гектар земли, 2 административных здания, большущая там ремзона, 2 будут выставочные площадки, прям прилегающие к Калужскому шоссе, то есть это такая удобная локация на сегодняшний день, это Новая Москва. Калужское шоссе – это трасса федерального значения, и у нас будет видно прям с дороги. То есть ты едешь, и стоит красивая техника дорожно-строительная, красивые административные здания. То есть в планах вообще не только сделать там ремонтную сервисную зону и выставочную площадку, а в планах, в проектах сделать некий такой хаб, учебный центр еще, то есть там чтобы был. То есть обучать механиков, операторов, правильному вождению, эксплуатации техники, возможной там выдаче каких-то удостоверений, там, сертификатов и так далее. То есть мы вот к этому идем сейчас, к этому стремимся и надеюсь, что в следующем году уже к какому-то более-менее финальному завершению начнем подходить. И у нас тут постоянно такая, ну, как бы, это не то что война, но конфронтация, да, связисты, автомобилисты, десантники. Десантники всегда побеждали всех. Вот. И был случай, когда наших кого-то парней побили где-то там толпой связисты. И поднялась рота в ночь, это старший, это, ну, до меня было, пацаны, как старожилы рассказывают. Рота выбежали, забежали в училище связи, получилище, ну, побили, получилище, сняли герб у них, связи, короче, и на мусорку повесили у нас здесь. И начальник училища, когда был генерал-майор Щербак, он на своем УАЗике едет, его везут, он проезжает, и на мусорке висит герб связи.
И потом приехали какие-то там начальства со связи, начали там разбираться, выяснять. Щербак построил все училище, там начал выявлять там негодяев, кто что сделал. Он вызвал к себе, говорит, знаете, говорит, за что бьют? Не за то, что сделал, за то, что попался. Не попались, молодцы. Ну и никого не отчислили, кто мужик был справедливый. Где как бы это военная тематика, да, но там учат более вот такому быту какому-то там, взаимодействию, там, взаимоотношений между подчиненными, там, солдатами там, и так далее. Вот я говорю, я тебе об этом рассказывал, и еще раз к этому вернусь. Вот он говорил всегда, никогда не говорите солдату, что они вам что-то должны. Всегда говорите, мы должны, вы должны быть с ними заодно. И вот это качество ну, такого лидера. Я говорю, есть босс, который, да, вот там сидит в стуле, там, и только команды раздает, говорит, вы там все, как в том кино, да, пародия на 9-ю роту, вы все говно должно молчать. И раздает указания. А кто-то идет, встает впереди, и все говорит, пошлите за мной, я покажу вам, как нужно сделать. Да, и делает сам, своим примером показывает, и добивается там определенных результатов, поднимая свою задницу, пятую точку с мягкого кресла и идя там в атаку, ведя людей вместе с собой. Ну, так вот здесь. И вот у нас есть, я говорю, отличное качество Сергея Михайловича Шилина. Я ни разу от него не слышал фразу, что там, слушай, ты там должен сделать там что-то, что-то. Он говорит, мы. Вот это вот у него прям черта, я всегда вспоминаю преподавателя своего. Прям это работает, это очень хорошо работает, это заряжает. Да это всегда будет жить, это, блин, это неотъемлемая часть жизни, это не может умереть. Это неотъемлемая часть жизни. К людям относиться начинаешь по-другому. Ты не видишь там в каждом врага, да, то есть у тебя есть понятный враг где-то там за ленточкой или еще что-то. Здесь у тебя должен быть мир и покой, который ты там в том числе должен создать. Там, может быть, в семье, там, в работе, в друзьях, в коллективе. Не преследуя там какие-то свои корыстные цели, да, то есть я там многие поступки совершаю, как, знаешь, там в той песне у Басты, там, «Мир не Дисней, помогай за респект». Мне многие спрашивают, зачем ты это делаешь? Там, тебе за это заплатят, ты на этом заработаешь? Я говорю, нет. Зачем тебе это надо? Ну, меня человек попросил помочь. Почему я не могу сделать то, что я могу? Если я могу это сделать, ну, я сделаю это. Мне не трудно, я говорю, я помог. Ну ты же потратил там свое время, ты там что-то сделал просто так? Да, я сделал просто так. Ну, блин, не знаю, это не объяснить. Это вот склад ума, ты по-другому как-то воспринимаешь вещи. Это часть тебя, это несоизмеримо с тем, что ты говоришь, там, руководитель филиала, там, десантник, разведчик, там, то есть это вот внутри. То, что пришло к тебе, не знаю, там, как с молоком матери, да, ты что-то впитываешь, там, говорят, там, это вот я впитал там с молоком матери. Я это впитал, приняв присягу. Это дает мне в каких-то моментах руководство к действию, да, то есть это как там ВДВ с неба на землю и в бой, да, то есть здесь примерно та же история. В принятии каких-то решений ты не менжуешься, да, там, тебе не нужно там день подумать, 2 поспать, потом что-то согласовать, что-то, то есть у тебя есть вот задача, ты ее должен выполнить. Как ты ее выполнишь, хорошо или плохо, но она выполнена. Нас учили так, сделал – доложи, не сделал – доложи. И вот эта вот формулировка, она работает. Это заряжает тебя и морально, и как-то творчески тебе хочется делать. Ты понимаешь, что да, там заработает компания, заработает там руководитель, но заработаешь и ты, и тебя оценят по достоинству, да, в каком-то случае. То есть ты покажешь свой результат не потому, что тебя заставили, а потому что ты как часть команды, да, то есть на тебя возлагают какие-то обязательства, какие-то твои успехи будут оценены в рамках там, общего дела. Это центр города Рязани. Снится очень часто сон, что я нахожусь в самоволке и возвращаюсь и думаю, вот все, я сейчас встряну. Думаю, сейчас узнают, что я был в самоволке. И потом этот сон переходит плавно в то, что я такой иду и думаю, блин, так я же офицер, я же уже не в самоволке, я же уже самостоятельная боевая единица, я же могу никуда не спешить. Но сон вот этот очень часто снится.
Снятся, да, какие-то курсантские годы, какие-то эпизоды очень часто вспыхивают. Причем снится не служба, там, ничего, а именно вот снится вот училище само, вот этот вот процесс, там, друзья, коллектив какой-то, какие-то там совместные встречи, походы, еще чего-то. Но очень часто снятся негативные воспоминания, которые вспыхивают в голове, вот такие. Им, короче, дали звездюлей таких жестких, что у них там лиц не было практически. В течение там буквально получаса им навешивали, раздавали. Никто ни ментов не вызвал, там, ни администрация кабака, никто не впрягался, как бы все просто это было избиение такое. А мы накануне этой всей истории собирались в лес на полевой выход. У нас были такие палки для сушки полотенец, как биты бейсбольные такие. Ну, как черенки от лопаты, порезанные просто. И вот мы в ночь собрались, все, представь, в одинаковых спортивных костюмах, вот как рота на зарядку бегает. Черенков на всех не хватило, кто что похватал, короче, побежали. Вот из училища, где мы были, вот до этого места, вместе с тем, чтобы спуститься, разгромить все заведение, вернуться обратно и лечь. Это заняло 10 минут времени. Ну, понятно, никого не трогали, кроме той компании, которая сбивала наших парней. Серега ответственный по батальону, он спустился с 5-го этажа, проверил, зашел ко всем, все, ну, он там не считал, он пришел, посмотрел, все спят. Он вышел, все уже лежали одетые, все встали, схватили кто что успел, выбежали, перелезли через забор, добежали сюда, разгромили, вернулись обратно, легли, и пришел проверяющий, все лежали, все тихо, мирно. Вычислили только по причине того, что когда пацанов наших били накануне, они говорят, вы что делаете, мы курсанты 3-го курса, мы свои, как бы за счет этого хозяева вышли на нас. Вышли на нас, и потом мы тут как бы выясняли уже отношения с хозяевами. Да, мы всех победили. Руководством компании было принято решение, что мы развиваем филиальную сеть, стараемся закрывать максимально площади территории на территории Российской Федерации, чтобы обозначить таким образом свое присутствие во всех регионах страны. Да не знаю, это закалка, это какой-то, жизненный путь, который научил тебя всему. То есть, знаешь, ты по-другому смотришь на вещи. Это, знаешь, как у нас была пословица: кто был студентом, видел юность, кто был курсантом, видел жизнь. То есть ты жизнь начинаешь переоценивать абсолютно по-другому. Вот это может быть какая-то своего рода ограниченность там, да, в каких-то твоих действиях изначально, как формирование тебя как личности. Это не угнетение тебя и не уничтожение тебя как личности. Это наоборот формирует твой характер, закаляет тебя и дает тебе дальнейший какой-то карт-бланш к действиям. И потом, когда ты понимаешь, я тебе говорю, опять же, возвращаясь к пословице, кто был студентом, видел юность, кто был курсантом, видел жизнь. Когда у тебя есть вот такой отрезок времени, и тебе нужно за это время успеть, там, извините за выражение, поссать, посрать, там, перемотать портянки, и покурить сходить, там, и еще что-то сделать. Ты сначала думаешь, твою мать, это невозможно. Через вот какой-то период времени ты понимаешь, что это возможно. Все. И это сделать, и еще у тебя остается время. Это планирование. Таким образом, ты больше учишься к тому, что ты в рамках каких-то сжатых сроков, в ограниченном там пространстве, времени, в действиях можешь сделать больше. И когда ты понимаешь этому, ты учишься, у тебя развязаны руки больше там, в гражданской сфере деятельности.